Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Февраль-март 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Узнай, к чему все идет. Давайте узнаем, к чему же все идет. И у нас сегодня две колоды карт. Первая – это 78 дверей. Это метафорические карты, которые будут передавать мир внешний или какую-то внешнюю обстановку. И планетарные транзиты у нас как и в феврале, так и в марте могут нас поставить, в какую-то ситуацию, когда нам придется принимать реальность, вот то, что есть в моменте здесь и сейчас. А вот как мы это будем ощущать, возможно, мы посмотрим мир внутренний на второй колоде Таро. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Всегда, когда мы смотрим расклады, каждый думает о чем-то своем. Пожалуй, карты Таро позволяют где-то, вот эти выхолощенные конструкции ума отключить или допустить, что бывают альтернативные варианты развития событий, и нам нужно принять новую реальность. Есть на то, что мы не влияем, а тем не менее мы живем в нашем мире в эпоху перемен, и нам где-то приходится адаптироваться, точно адаптироваться. И вами могут пытаться манипулировать, и вы тоже будете манипулировать. Карта мага, но для вас все открыты пути, все возможности. И даже вот если какие-то двери закрыты, это аркан правосудия. Обратите внимание, конфронтация какая-то или сепарация – это только иллюзия, никакого скандала. Никаких выяснений отношений, иначе эта дверь не откроется. Эта дверь откроется только тогда, когда вы умеете договариваться. И на кону что-то очень важное. Вам, возможно, придется отправиться в высокие инстанции, договариваться с чиновниками. Или, может быть, поступать что-то как по закону, оформлять документы какие-то. И, может быть, вы с чем-то не согласны. Или вам не нравится поведение конкретного человека, чиновника, неважно. Но вот тут, по закону поступая, вас закон тоже охраняет. Не идите против системы. Уважайте какую-то власть, иерархию, чтобы не было вот этих конфронтаций или столкновений буквально с законом. Все же мы все разные. Вам нужно как-то очень все элегантно, красиво оформить, мои дорогие. И для этого у вас нет ничего невозможного. Все стихии в руках у по карте мага. Вот и вы, маги и волшебники. Творите свою жизнь. Ладно, пойдем дальше. И бывает это на самом деле, жизнь не бывает полностью предсказуема. Иногда нам приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, которая в наших руках есть. Иными словами, какую-то партию в шахматы вам может предложить судьба или обстоятельства. Каковы же энергии на февраль? Хоть он у нас и начался, но тем не менее он продолжается. Давайте узнаем. И энергии марта. Как это будет согласовываться или, как мы говорили, к чему все идет? Момент перехода между прошлым и будущим. Вот три карты. Вот этот переход между прошлым и будущим. Давайте узнаем. От чего вы откажетесь или то, что вы будете видоизменять, перестраивать, переделывать? Следующая карта. В чем ваша сильная позиция или какие энергии помогают? И что будет дальше? Что же на февраль? Карты живут своей жизнью. Но, тем не менее, вот все то, что я сказала, это для вас актуально. Может быть, какие-то документы важные, согласования, у кого-то построение карьеры, может быть, с учебой какие-то вопросы связанные, мало ли, может быть, я допускаю такое, если карта говорит, договариваться придется, не сдал экзамен, и что, не конец света, значит, надо пересдать этот экзамен, договориться с кем-то, получить какие-то документы или добро, может быть, какое-то получить в высоких инстанциях, или в принципе даже, если все идет хорошо, держать марку, значит, держать свои позиции, чтобы себе самому не навредить. Может быть, и буквально какие-то важные документы вам придется согласовывать, разузнавать, как поступить правильно по закону. Возможно, консультация юриста для кого-то так вот потребуется. Но есть та обстановка, которая вас вынуждает принимать то, что вот как в системе иерархии или в той местности, где вы находитесь, принято. Может быть, по традициям, может быть, принято по менталитету. И здесь нельзя каких-то противоречий допустить.
Здесь должно быть все красиво. По пажу кубков нужно понимать, чем вы хотите заниматься. Или какое-то важное событие у вас может произойти в феврале, когда вы понимаете, ну, с одной стороны, по пятерке кубков, точнее, по пажу кубков, могут быть какие-то внутренние такие ваши сомнения, хоть мы смотрим на внешнюю обстановку. Почему я говорю про внутреннее? А потому что нам показан человек, обратите внимание, если мы посмотрим на эту карту, он словно бредет, сам не знает куда. И вот эта рогатина, хоть это и называется лоза, да, он типа ищет воду, но это новая колода карт, которая создалась совсем недавно относительно. И метафора, опять же, да, человек ищет с лозой воду, если мы даже рассмотрим в этом контексте. Но в наше время множество способов более достоверных найти эту воду и буквально уже получить ее. А человек как будто убивает время. Вот для вас, может быть, и есть какое-то ожидание, но вам нужно с чем-то определиться. Пока мы бредем, словно не знаю куда, ничего не будет происходить более конкретно. Правда, не потерять время для вас будет актуальным. С чем-то определиться, и тогда у вас, посмотрите, по девятке кубков вы остаетесь довольны собой. Но вот эта центральная карта, паж кубков, это есть какое-то нестойкое намерение. Или когда я не знаю, получится, не получится, а по бокам у тебя получится все. И не случайно, может быть, выпадала карта мага. Маг, ведь он уверен в себе. Это не есть какая-то самонадеянность. Как раз маг, он великий реалист и практик. Он понимает, что он столкнуться может с тысячей неожиданностей. Ему придется что-то согласовывать, видоизменять. Он готов корректировать планы собственные, лишь бы какая-то цель основная или очень главенствующая, принципиально важная была достигнута. Вот и вам придется корректировать свои планы, потому что на кону, с одной стороны, может стоять как будущее в плане построения вашей карьеры или получения какого-то важного документа, значит, тут должно быть все по законам, а с другой стороны, на кону могут стоять финансовые вопросы, и причем в очень хорошем видоисполнения или разрешения, или в получении денег. Вам нужно что-то согласовать. Как и деньги, так и бумаги. Как, может быть, вашу стратегию, тактику на будущее. И одновременно какие-то вопросы, касаемые дохода. А может быть, определиться, куда же я иду в целом. Что я намерен продолжать. Возможно, тут какие-то новости будут именно в течение февраля, которые от вас требуют других действий, но перво-наперво определиться, что же я хочу. Вот как со своими желаниями. И после этого приступать к действиям. Давайте посмотрим. Ваш мир внутренний. С чем это может быть связано? У кого-то поездка, переезд. Может быть, как изучение новых наук. Или по этой карте мы изучаем, например, ну вот как скиллы, да, навыки. Пусть вы не станете программистом, допустим, да, но кто-то может заинтересоваться именно сферой IT-технологий, цифровых каких-то технологий. Вы будете изучать что-то. Или стоит задача работать на дому или работать из любой точки мира. Вот часто по шестерке мечей как раз и проходят эти самые навыки. Я сказала, пусть вы не будете программистом, но тем не менее... Вот в этой сфере есть возможность путем курсов или получения образования за достаточно короткий период времени, за какое-то количество месяцев, когда нам не нужно по 5 лет или больше даже, да, приобретать академические знания, мы можем намного быстрее освоить профессию, приступить как раз к осуществлению своей мечты. И нам эта профессия приносит деньги. Мы можем себе обустроить доход. У кого-то это может быть ремесло, которое в ваших руках. И вы тоже будете продумывать, каким образом я могу заработать деньги. Очень часто проходят вот эти именно наши важные решения по части работы или откуда будут в последующем к нам приходить эти самые доходы или деньги, как мы говорим. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Заслуженный – это тот, который будет несколько попозже. А вот шаги мы делаем именно теперь, в феврале. Вы с чем-то определяетесь.
Конечно, эта карта будет говорить для кого-то из вас о переезде, может быть и недалеко, какие-то поездки, согласования, много передвижений в феврале. У вас будет, мои дорогие рыбы и рыбки, но это все не случайно. Значит, вы можете получить какой-то очень хороший итог или эквивалент. Ведь по этой карте нам человек вот такой самоуверенный показан. Я называю девятку кубков карта эгоиста, потому что что-то получилось, что-то вы уже осуществили. Но нужно быть очень прозорливым, внимательным и самое главное, понимать, куда я иду, куда я трачу время. И тогда и уже буквально у вас получается что-то осуществить в феврале. И на последующий период вы будете заниматься, ну, как будто с большей долей определенности, или вы понимаете, к чему вы идете, или вы получаете, может быть, какой-то важный документ, и это вам придает уверенности в собственных силах, когда вот как карта мага или девиз мага «Я хочу, я могу, у меня получится». Вот у вас что-то получится, причем с хорошим продолжением. Что же еще? Вы знаете, придется быть спонтанному, придется учитывать внешнюю обстановку. Действительно, много переездов может быть. По двойке пентаклей тут тоже. Нам что-то предлагают, а мы не отказываемся. Может быть, буквально говорят, вот нужно съездить туда-то и туда-то. Или в конкретном месте быть в назначенное время. И значит, тоже нам нужно не отказаться. Вот эта спонтанность, она вам помогает. И нам изображен жонглер, это тоже где-то прообраз мага. А на заднем плане два корабля. И это один из символов Меркурия, это как получение важной информации или его величество случай. Не случайная случайность, которая вам где-то тоже помогает. Поэтому тут нельзя брести, ну, сам не знаю куда. Тут нужна какая-то осознанность, еще какой-то момент нужно ухватить. И вы это где-то чувствуете. У вас будет очень хорошо интуиция развита. И тогда это все вместе вам помогает, что желание ваше сбудется. И сохранение денег. Вот карта говорит, как-то с деньгами будь очень рачительным хозяином. Нам буквально показан человек, который уверен в себе. Но это где-то добавляет энергии к девятке кубков и все то, что я сказала. Но еще и, может быть, заставляет вас где-то экономить. Вот этот момент я могу допустить. Несмотря на то, что деньги есть и вроде как деньги будут. Давайте посмотрим, каковы же энергии на март. Королева кубков. И здесь это карта любящего человека, это карта того, кто нас воспринимает искренне, может быть, готов прийти на помощь. Но карта говорит, вот именно в этой колоде не должно быть никаких иллюзий. Нам показан молодой человек, который в образе видит эту королеву кубков. И это где-то вот этот же образ повторяет, чтобы не замечтаться, а быть реалистом, как и на протяжении февраля, извините, так и на протяжении марта. Может быть, какая-то личная история. Кто-то грезит, мечтает об отношениях, или у вас есть тот человек, о котором вы и думаете, и хочется быть вместе с ним. Ну, карта нам далеко не идет. Сейчас мы раскроем остальные карты. Единственное, что могу сказать – для людей семейных или для тех, кто в паре. Ну, вот какие-то добрые такие доверительные отношения, они у вас будут в марте. И, может быть, это как поддержка будет для вас. А вообще, вы знаете, приятные эмоции, ведь по королеве кубков идут те люди, которые нас готовы поддерживать. А тройку кубков – это праздник. Может быть, какой-то праздник у вас будет в вашей семье или в вашей паре, в ваших отношениях, какие-то добрые события. Ну, правда, март обещает приятные эмоции, и как будто к этому внешние предпосылки есть. А нам карта говорит, ты тут не замечтайся. С одной стороны, посмотрите, по тройке кубков именно в этой колоде как будто примеряют костюмы, достают из шкафа, что-то такое разное совершенно. И вы можете словно, ну, может быть, ну, вот идти словно на ощупь. И что я имею в виду? Продумывать свою стратегию, тактику на будущее, как бы примеряя на себя разные роли, чем вы будете заниматься. Потому что следующая карта выпадает отшельник. Это тот, который точно знает.
Вот чем он будет заниматься и куда же он идет. Видимо, вопрос, поскольку вот мы начали с вами с пажа, да, и я обрисовывала, идет сам не знает куда, или убивает время. И где-то эта концепция может продолжиться на март. И это все к тому, что в конце марта вы должны точно знать, как траекторию вашего движения. Или чем вы будете заниматься в последующем, чему вы отдадите предпочтение, или кому вы отдадите предпочтение. Здесь ведь личная история тоже может проиграться. И я так вижу, ваше определение в марте либо по части личной жизни, для тех, кто, может быть, встречается, и для кого-то давай жить вместе, например, да, вот вы можете, прежде была дружба, а здесь вы захотите попробовать жить вместе. Насколько это получается, может быть и так. Или для кого-то из вас это будет касаться вашего творчества, вашей работы, какого-то продолжения по шестерке мечей. Или, может быть, как встреча, может быть, на расстоянии. И тогда вот эти тройка кубков – это как предвкушение какой-то встречи. Для кого-то из вас это как задумка, отшельник, он идет один, да? Может быть, выйти из одиночества. Вы решитесь, если вы долгое время были один или одна. Хотя я могу и предположить иное совершенно, потому что кто-то будет занят именно своим проектом по части творчества или по части того, что вы или к чему приступите изучению, как в феврале, и вам это захочется продолжать. Я должна сказать по отшельнику, есть, конечно, это как возвышенное, мои дорогие, и земное. И в январе месяце уже теперь лунные узлы у нас находятся, и северный лунный узел в вашем знаке зодиака, а южный лунный узел находится в знаке зодиака Дева. И это как связь духа и материи, или возвышенное и земное. И, может быть, март вы будете определять. И возвышенное, и земное. Или чем вы будете заниматься. Здесь я могу предположить, что от каких-то успехов, которые у вас проясняются, или какая-то обстановка проясняется, или документ вы получаете, ну, определенно какая-то есть, как прогресс или победа в феврале. И от этого будет зависеть ваша как смена направлений в марте. С уверенностью, и вам никто не мешает. Давайте посмотрим, что же там, как настроение, правда, тут что-то и ускоряться может. Карта говорит, что не теряй времени даром. И еще раз повторяет, ведь это карта скорости. Это карта, пусть не в этой колоде, но это карта трансформации. Но вы словно примеряете вот эти наряды или примеряете на себя как роли какие-то. Или продумываете, чем же, или куда я иду, или куда я буду переезжать, или чем я буду заниматься. Или как новые какие-то интересы у вас могут появиться, как и по части личной жизни, так и по части, вот как по отшельнику, направления. И не теряя, правда, времени даром. Тут его величество случай может быть. У кого-то это новые возможности или способы заработка. Работы у тебя получится. У кого-то по части изучения каких-то новых направлений, скиллов, навыков, ремесла, чего угодно. Или откуда к вам приходят деньги. По работе очень продуктивная карта построения карьеры. Ну или если даже мы на личную жизнь, то тогда будет карта говорить, ну, личная жизнь, над ней тоже надо работать. Возможно, в марте пересекутся два направления – личная жизнь и вопросы денег. И вам придется что-то согласовывать. Давайте посмотрим. Но вообще это по этой карте мы уверены, потому что деньги есть, деньги будут с работы. Кто-то может из вас определиться, причем будете примерять словно, да, рассматривать. Раньше вы, допустим, искали работу и одну какую-то сферу жизни, а здесь вы можете по своей профессии найти в какой-то другой сфере. К примеру, я приведу самый банальный пример. Вы бухгалтер, например, и вы раньше работали в сфере здравоохранения, например, считали там что-то, и вас работа не устраивала, вы решили поискать тоже работу бухгалтером, и вы ищете, опять же, в сфере здравоохранения, потому что для вас это знакомо. А тут вы начнете искать, может быть, в просвещении или в какой-то юриспруденции, может быть, везде же бухгалтеры нужны. Ну, или каким-то иным путем свою профессию вы переложите, ну, на какую-то, как новое направление. И для вас раскроется целая палитра возможностей. В конечном итоге на кону
ваше солнце. Может быть, где-то вот такие энергии по отшельнику, когда для кого-то из вас захочется одиночество, потому что есть какая-то, как, вот знаете, верховная цель, или главенствующая, или духовная цель, когда вам нужно для себя побыть наедине с самим собой и продумать какую-то вашу стратегию, тактику на очень длительный период. И для вас тут может быть как новое направление в изучении, и еще вас что-то может заинтересовать совершенно новое, и вы в этом увидите свою победу. И тогда карта будет Солнце говорить: продолжай, дополнять, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Тут словно ворвется что-то в вашу жизнь, или откроется какая-то возможность. И тогда по аркану Солнца вы будете заниматься этим проектом месяцев 6-8. Связь между прошлым и будущим, или к чему же тогда все идет? Вам тут как прямо по закону высшей силы помогают. По верховному жрецу действительно тут могут быть важные согласования. Уважаем мы систему и систему иерархии, закон, когда выпадает верховный жрец, встреча с какими-то важными людьми. Здесь словно пространство, Вселенная вам может подарить такую встречу. И у кого-то это может проиграться и в личной жизни, но для кого-то это тот важный человек по судьбе, как важный какой-то ключевой партнер. Или когда вы захотите свою мечту притворить в жизнь. И вы знаете, вот как вы только с чем-то решитесь, вам словно пространство помогает. Это на самом деле не слова. Вам нужно определиться и заниматься, мои дорогие рыбы и рыбки, тем, что вам, вот как подсказывает душа. Здесь какая-то ваша миссия. И как только вы точно знаете, чего же вы хотите достичь, или куда же вы идете, буквально, может быть, это связано с перемещением, а для кого-то это, ну, как ваша мечта. Тогда и внешние силы для вас какую-то очень удачную конфигурацию выстраивают. И, знаете, доверие самому себе добавляет еще как помощь высших сил, назовите, ангелов-хранителей или нужных людей вы встречаете. И для вас действительно тут что-то складывается с хорошим плюсом. И это все, к чему все идет. Карта будущего следом за картой Иерофант или Верховный Жрец. И как вы можете, знаете, пусть это пафосно звучит, но это квантовый скачок в будущее. И тем более я так это говорю с уверенностью, потому что у вас карта Солнца. Тройка жезлов — это как мы, но еще и туз мечей добавляет все то, что я сказала. Я называю это выход из лабиринта. Вот, может быть, вот этот лабиринт и где-то характеризует вот Паш Кубков, да, бредет, сам не знает куда. И если были словно потемки или какая-то паутина, вот эта паутина заканчивается в тот момент, когда вы с чем-то определитесь. И какая-то, как ясная дорога или ясный путь, прояснение многих ситуаций. И если прежде это был какой-то туман, то наверное, на границе февраля и марта для вас решается что-то очень важное в вашей жизни. Да, это будет и от ваших собственных намерений и планов зависеть, но как только вы с чем-то определитесь, вам сразу высшие силы помогают. Что же вы будете изменять или от чего вы будете отказываться? Ну, наверное, у кого-то это действительно будет связано с переездом или личной жизнью. Это праздник после победы. Победа будет. Может быть, она не будет буквально решена посредством первого шага. Или, может быть, придется этих шагов совершить несколько. Вы будете где-то корректировать свои действия. Это неизбежно. Но вот эту победу вам захочется точно удержать. Продолжение побед в вашей жизни, чтобы из одного какого-то успешного мероприятия или согласования, или возможности у вас сложилась совершенно более счастливая история жизни или вашей судьбы. Но вот этот праздник захочется продолжить. Или вы будете буквально для кого-то и так. Четверка жезлов — это как наш якорь.
Может быть, вы будете обустраивать новое место жительства или будете планировать этот самый переезд и в дальнейшем искать нужную информацию, каким образом обустроиться на новом месте. У кого-то проиграется и так. Энергии, которые вам помогают. С одной стороны, мы не бездействуем, но и с другой стороны, мы не торопимся. Здесь может, правда, проиграться вариант, где вы будете проживать в ближайшее время или где вы будете находиться, чем вы будете заниматься. Девятка жезлов – это карта великой мощи, но мы в этой колоде рассматриваем открытые двери или закрытые. По сути дела, человек несет дверь саму по себе. И вот тот дом, который нам показан на карте, он на данный период без дверей. И вот теперь он поставит эту дверь и будет открывать ее только для того, кому он сочтет нужным. И карта нам подсказывает, что будет для вас важно ваше окружение, то, которое надежно. Или когда вы точно понимаете, зачем вы какие-то действия свои осуществляете, или куда вы намерены идти. По девятке жезлов это внутренняя сила ваша, но ее нужно четко понимать, куда вы ее направите, или куда вы направите вашу энергию, к чему вы приложите ваши ресурсы, как вы будете действовать дальше, чтобы вот этот праздник был продолжен. Вам придется себя как и сохранять, вот эта четверка пентаклей, так и одновременно уже планировать дальнейшие шаги. Вы чего-то добиваетесь, но ваша задача идти вперед дальше. Что будет дальше? А вот нам еще раз мага транслирует карта, и буквально маг, волшебник. И посмотрите, лунный узел в вашем знаке зодиака, это ведь и есть где-то карта духовности или какой-то высшей идеи. И нам этот волшебник показан босиком. Это, несмотря на то, что туз жезлов больше символизирует дела, работу, бизнес и деньги даже, по сути, материализм. Но все же во главе угла или в принципиальное значение имеет именно миссия, идея или ваша какая-то задумка. Потому что нам показан человек, который, по сути дела, творит сам свою судьбу. И вот эта закрытая дверь, она сейчас как будто распахнется после пассов этого волшебника. Он знает как пароль какой-то, или он знает ключевое слово для того, чтобы эти двери распахнулись. Вот какое будущее. Это, пожалуй, карта подтверждает все то, что я долгое время говорила. У вас что-то действительно на переходе между прошлым и будущим, между февралем и мартом решается очень важное в вашей жизни. Как и в личной жизни, так и ваша миссия или то, что касается вашей продуктивной деятельности, которая вам приносит вот это новое совершенно качество, как и мировосприятие, или, может быть, это где-то даже через деньги, через вашу работу. А что такое деньги? Это больше возможностей, это больше ключей взаимодействия с миром. И поэтому вот такие перспективы открывают перед вами февраль и март. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.